Всем привет! Вы смотрите канал Хлам Знаний. А значит, пришло время узнать что-то новое и интересное. Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие по страницам одного из самых ярких произведений русской литературы и постараемся раскрыть неожиданные уроки предприимчивости и делового подхода, которые скрываются между строк этого шедевра. Кто бы мог подумать, что классика может быть настолько полезной для современной жизни? И попробуйте угадать, о ком идет речь. Представьте себе главного героя нашей истории. Этот идейный борец за деньги не учился в престижных университетах, не ходил на дорогие курсы по саморазвитию и даже не читал модных книг по бизнесу. Но у нашего гения импровизации было кое-что поважнее. Невероятное чутье на выгодные сделки и умение убеждать. Этот мастер разговорного жанра мог бы продать что угодно и кому угодно. Давайте разберем ключевые приемы нашего гения махинаций. Приготовьтесь, сейчас будет много полезной информации. Возможно, даже больше, чем в иной дорогой программе по обучению бизнесу. Посмотрим. Искусство убеждения. Вспомните, как виртуозно наш мастер художественного слова убеждал потенциальных клиентов. Его речь была подобна музыке, где каждое слово – точная нота, а каждая фраза – прекрасная мелодия. Этот оратор от Бога мог заставить людей поверить во что угодно, даже в то, что очередное чудо-средство для похудения действительно работает. Яркий пример – речь перед шахматистами в маленьком городке. Он нарисовал перед ними картину будущего, где их захолустье превращается в центр мировых шахмат. Небоскребы, аэропорты, гостиницы – все это возникало в воображении слушателей, пока наш герой говорил. Он играл на их мечтах, амбициях и, чего греха таить, жадности. Урок для нас – умение красиво преподнести свою идею – это половина успеха. Неважно, что вы предлагаете – новый телевизор или концепцию дачного кооператива. Главное – уметь зажечь интерес в глазах собеседника. Создание запоминающегося названия. Контора нашего предпринимателя поневоле носила броское, хотя и несколько нелепое название – «Рога и копыта». Казалось бы, что может быть глупее? Но в этом-то и был весь фокус. Название застревало в памяти, вызывало вопросы и заставляло говорить о себе. Это напоминает нам о важности яркого, запоминающегося имени в современном мире. Представьте, если бы известные компании назывались просто «Компьютер Иванова» или «Большой магазин Петрова». Звучит не очень впечатляюще, правда? Урок здесь прост. Не бойтесь быть немного необычными, когда придумываете название для своего дела. Иногда чем необычнее, тем лучше. Например, название нашего канала «Хлам знаний». Нормально? Запоминается? Понимание разных групп людей. Наш маэстро деловых отношений прекрасно понимал, что к разным людям нужен разный подход. Он мастерски подстраивался под разные группы, от деревенских жителей до столичных модников. Вспомните, как по-разному сын турецко подданного искал заветный стул в разных городах. В одном месте он притворялся бедным родственником, в другом – представителем тайной организации, а в третьем – организатором шахматного турнира. Каждый раз он точно определял, что именно заинтересует его собеседников. В современном мире это называется индивидуальным подходом. И крупные компании тратят огромные деньги, чтобы делать то, что наш виртуоз общения умел делать интуитивно. Так что, в следующий раз, когда вы увидите рекламу, которая словно специально для вас создана, вспомните о нашем предприимчивом герое. Изучают. Создание спроса на пустом месте. В этом наш инженер человеческих душ был просто непревзойденным мастером. Он мог убедить людей в необходимости того, о чем они даже не задумывались.
Вспомните, как ловко он использовал чайное ситечко. А сбор средств на ремонт провала в Пятигорске? Этот архитектор воздушных замков создавал целое событие буквально из ничего. Это напоминает нам о том, как современные продавцы создают новые потребности. Вы когда-нибудь задумывались, почему вдруг все вокруг начали пить смузи и носить умные часы? Это все оно. Создание спроса на пустом месте. Наш гуру убеждения был бы горд тем, как современная компания заставляет нас покупать новый телефон каждый год, хотя старый все еще прекрасно работает. Или как нас убеждают, что нам просто необходимо приложение для подсчета выпитой воды. Хитро и немного пугающе, не так ли? Нецелесообразно, неэффективно. Умение заводить полезные знакомства. Способность находить нужных людей и завязывать полезные связи – еще один важнейший навык нашего социального виртуоза. Он мог разговорить кого угодно и всегда извлекал пользу из новых знакомств. От дворников до богачей наш мастер общения умел найти подход к каждому. Вспомните, как ловко повелитель авантюр управлял своим ближайшим помощником, заставляя его работать практически бесплатно. Или как быстро находил общий язык с самыми разными людьми, от провинциальных служащих до столичных знаменитостей. В современном мире это называется умением строить связи, и этому посвящены целые книги и семинары. Но давайте будем честными. Большинство из нас на деловых встречах выглядят примерно так же неловко, как наш светский лев поневоле на светском рауте. Разница лишь в том, что он умел превращать эту неловкость в обаяние. Какая хорошая практика. Управление сложными делами. Даже в самых запутанных ситуациях наш импровизатор от бизнеса умел руководить действиями своих сотрудников и партнеров, добиваясь нужного результата. Конечно, его методы были далеки от того, чему учат на курсах по управлению. Никаких сложных схем или модных методик, только чистая смекалка и умение действовать по обстоятельствам. Вспомните, как ловко режиссер «Большой аферы» организовал поиски сокровищ, распределив роли между своими сотрудниками. Да, его проекты обычно заканчивались полным провалом, но сам процесс был организован блестяще. Возможно, современным руководителям стоит взять на вооружение некоторые методы нашего гения импровизации. Представьте, как изменились бы рабочие совещания, если бы их вел человек, способный убедить всех, что работа допоздна – это прекрасная возможность для личного роста. Конечно, нельзя не отметить, что не все методы нашего виртуоза хитросплетений были честными. Многие его схемы балансировали на грани закона, а то и переступали эту грань. Это важное напоминание о том, что в современной деловой жизни успех должен идти рука об руку с порядочностью и соблюдением правил. Хотя, давайте будем честными, иногда кажется, что некоторые современные дельцы используют эту книгу как руководство к действию, а не как предостережение. Но мы-то с вами знаем, что так делать не стоит, правда? Тем не менее, уроки, которые мы можем извлечь из этой истории, действительно ценны. Они показывают нам, как важно уметь убедительно излагать свои идеи, понимать людей, создавать запоминающийся образ и налаживать связи. Наш гений деловой хватки при всех его недостатках был настоящим виртуозом своего времени. Он интуитивно понимал то, что современные бизнесмены постигают годами учебы и практики. Возможно, если бы он родился в наше время, он бы стал известным предпринимателем. Ну или сидел бы в тюрьме за мошенничество. Кто знает. Хорошо. Откроем карты. Так какое же произведение преподало нам эти уроки? Кто этот гениальный, хотя и неоднозначный герой? Речь идет о незабвенном великом комбинаторе Остапе Бендере из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев». Да-да, тот самый Остап Бендер, который знал 400 относительно честных способов отъема денег
и мечтал о Рио-де-Жанейро. Кто бы мог подумать, что этот литературный персонаж может научить нас большему о деловой хватке, чем иной учебник. Так что, дорогие зрители, предлагаю вам домашнее задание. Перечитайте «12 стульев» с новой точки зрения. Уверяю вас, вы удивитесь, сколько еще полезных уроков для современной жизни можно в ней найти. И помните, дух великого комбинатора живет в каждом из нас. Главное – направить его энергию в правильное русло. С вас лайк и подписка, а я пошел искать новый материал. Спасибо, что досмотрели до конца. Будьте здоровы и до новых встреч на канале Хлам Знаний.